В России полицейские пытались задержать человека, который находился в федеральном розыске. Один полицейский погиб, тот открыл огонь по ним. Трое в тяжелом состоянии. Преступник расстрелял силовиков в Оренбурге. Правоохранители пытались поймать мужчину, который находился в розыске. При задержании он открыл огонь. Это публикуют news.ru. Я заинтересовался, начал искать подробности по этой новости. И она прям вот свежая была, поэтому найти было сложно. Через искусственный интеллект поковырялся, пока очень мало деталей, он говорит. Он пробежался по разным площадкам. Новость свежая, всего час-полтора назад разошлась, вот на данный момент, когда я это записываю. Сотрудники полиции из Новотроицка приехали в Акермановку задерживать мужчину, который в федеральном розыске. Как только он их увидел, сразу открыл огонь. Один полицейский погиб на месте, трое ранены. Им оказывается помощь, сам стрелок скрылся, его ищет. Имя, за что им в розыске и что за преступник, пока не называют. Ни одно издание не раскрыло. Это может быть серьезный уголовник, раз федеральный розыск и сразу стрельба. Акермановка — маленький поселок рядом с Новотроицком. Там около 5000 жителей, место тихое, поэтому такая история всех очень сильно всколыхнула. И едва я прошелся по искусственному интеллекту, как тут же публикуется новость, что с одной стороны хорошо, с другой стороны ужасно. Телеграм-канал «База», еще ведется следствие, полиция ничего официально не сообщает, а они уже знают и публикуют фотографии этого подозреваемого, обвиняемого, видимо. И в то же время я со своей стороны осторожно высказываю сомнения, потому что это неофициально, некий канал. Это очень странно, как все это работает. Это уже вызывало, между прочим, возмущение в Дагестане, когда полиция вела один канал и другой для заработка. И там они просто врали новости. Совершенно непрофессиональная работа с точки зрения следователей, которые следить должны за этим. Это должно публиковаться либо официально с отсылкой. Следователь дал информацию, там, с такой-то целью, если вы его видели, допустим. Но как публикует канал. Тем не менее, мне как ведущему True Crime, Crime Show, я даже готов их поблагодарить, но жить в такой стране я не хочу, потому что это совершенно бессалаберное отношение к вопросу самого процесса проведения тех или иных действий силовиками. Но если мы им верим, то информация такая. Огонь по полицейским в Оренбурге открыл Сергей Баласаев. Подозреваемый вооружен автоматом, крайне опасен, объявлен план перехвата. Правоохранители региона подняты по тревоге. Я не знаю, соболезную родные и близким погибшего, но родные и близкие погибшего вы должны знать. Вот из-за этой расхлябности, из-за такого отношения к проведению операции, кто-то что-то уже знает раньше времени, значит знает и он. Возможно, он не один какой-нибудь преступник, у него сообщники, и уже публикуется все это дело. Да что и как это все работает? 52-летний мужчина расстрелял 4 силовиков, прибывших на его задержание в поселке Акермановка под Новотроицком, и предположительно скрылся на грузовике «Газон» с белой кабиной. В результате перестрелки скончался один полицейский, еще 3 ранены и находятся в тяжелом состоянии. Такая новость, вот прямо она свежая. Меня пугает еще раз безалаберность. Без отсылок, что, кто, какой следователь вам дал информацию, с какой целью, где, может быть, предупредить людей, да, может, куда он поехал, там, наверное, опасно. Мне кажется, это вот просто пропиариться. И так выглядит. Я не знаю, я обвинять не хочу. То, что его лицо дали, с одной стороны, вроде понятно, там люди могут опознать. Тогда параллельно давайте номер телефона, да, горячей линии. У этого есть у всего формат. Нет, это шоу. Шоу уже у меня вроде как канал. А какая-то база. В общем, я где-то, друзья мои, где-то отчасти из горькой иронии, я, естественно, быстрее базы в свое время рассмотрел дело подземной тюрьмы под Питером. Почему? Потому что, просто анализ, интеллект, мозг, мне даже и сливать не надо, я зачастую опережаю их по выводам. Почему? Потому что у меня есть зрители, которые иногда пишут грамотно, четко по делу комментарии, некоторые из них, владеют той или иной информацией, просто как работают те или иные системы. Так что, конечно же, мы с вами эффективнее, но возмущение имеет место, уж извините. Такая ситуация, в любом случае, берегите себя, будьте осторожны, вот лицо его публикуют, так что, может быть, к тому моменту, когда ролик выйдет, уж его задержат, но в любом случае, это все, конечно, опасность на каждом углу.